Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас у себя дома. И сегодня в этом видео я хотела бы предложить вам создать вместе свечу двухцветную с розовой сердцевиной внутри. Мы будем пользоваться двумя видами воска: белым кокосовым воском, и у меня уже остатки есть окрашенного розового. Вы же можете окрасить сами самостоятельно. Главная моя задача — познакомить вас с идеей создания такой свечи. Как вы видите, я уже подготовила воск. Также мы будем пользоваться ароматизатором. Я буду использовать ароматизатор Real Peach. Мне очень нравится этот запах. Также мы будем пользоваться сухими цветами, сушеными розами в качестве декорации. И я вам покажу, как мы сделаем свечу, чтобы внутри свечи сердцевина была другого цвета. Мы начинаем, как всегда, с того, что закрепляем фитиль по центру нашего стеклянного контейнера или бокала, в чем вы будете делать свечу, баночки, может быть, стеклянной. Но стекло нам необходимо, естественно, для красоты, чтобы со всех сторон было красиво видно свечу, и чтобы было понятно, когда свеча будет таять, как же она будет менять свою цветовую гамму. Нам в этом сегодня будет большим помощником сердцевина туалетной бумаги или же рулона бумажного, если вы найдете или сделаете сами, как вам будет удобно. Итак, для начала мы первое, что делаем, растопим белый воск, неокрашенный воск, и зальем примерно где-то, сантиметра 2. И дадим ему остыть, но не до конца, а так, чтобы он бы как прихватился. Затем мы поставим вот этот рулон, у меня это от туалетной бумаги рулон, сердцевина от туалетной бумаги, поставим и дадим ему остыть вместе с нашим воском. Для чего это делается? Для того, чтобы мы с вами отделили сердцевину, которая нам будет нужна впоследствии, и заливать мы ее будем тогда уже розовым воском. Итак, остатки нашего белого кокосового воска мы сейчас ароматизируем, добавим ароматизатор и зальем в стеклянный бокал. Единственное, что хочу вам сказать, постарайтесь дать воску, который мы уже залили, очень хорошо застыть, чтобы воск, который мы будем заливать сейчас, не смог просочиться внутрь этого бумажного рулона. Вот вы видите, как я это сейчас делаю. Основная наша задача состоит в том, чтобы отделить воск белый, который мы заливаем сейчас, от того, который мы зальем после. То есть мы сейчас делаем как бы сердцевину свечи полой. Не бойтесь, когда свеча стынет, не нужно бояться отделить бумагу от воска. Даже если у вас будет какое-то небольшое нарушение самой текстуры воска, вы всегда можете использовать фен и как бы подровнять верх свечи или, возможно, стенки свечи, потому что воск податлив, и при теплой температуре мы можем устранить все недостатки, которые были сделаны в работе. Сейчас, подтопив верх свечи, я это сделала для того, чтобы можно было спокойно свечу украсить сухоцветами. В данном видео я использовала достаточно много сухоцветов. Мне хотелось сделать как можно больше роз в свече. Однако же я вам хочу признаться, что здесь была допущена мной ошибка. В чем? Мои сухоцветы были слишком сухие. Поэтому, когда я буду пользоваться такой свечой, мне придется следить за тем, чтобы пламя, которое, естественно, будет идти посередине свечи, не соприкасалось с моими сухоцветами, потому как они могут быть очень даже воспламеняемы.
Естественно, сухоцветы могут гореть. Если вы украшаете свечу сухоцветами, должны делать скидку на то, что вам нужно будет следить за свечой. Вот сейчас, когда мы это все украсили сухими цветами, у нас образовалась как бы полость внутри свечи, мы растопим второй вид воска, розовый воск, вернее не вид, а цвет. Вид воска у нас один, мы пользуемся кокосовым воском. И заливаем сейчас аккуратненько в середину розовый окрашенный воск. Очень важно температурный режим при этом соблюдать. Воск, который вы заливаете сейчас, должен быть остывшим. Не так, чтобы, естественно, он застыл, но температура воска должна быть такой, чтобы она не могла растопить стенки основной свечи. Когда вы будете обрезать фитиль, вполне можете нарушить, например, текстуру воска, сделать какое-то движение, не бойтесь. Также при помощи фена вы можете все исправить. Подтопив воск, он становится идеальной текстуры и идеально покрывает свечу без всяких каких-то там изъянов. В принципе, это все, что я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, видео и моя идея вам понравилась. Увидимся в следующую субботу, друзья.